Актолипен– метаболическое средство. Представляет собой эндогенный антиоксидант, связывающий свободные радикалы. Актолипен способствует снижению содержания глюкозы в крови и увеличению содержания гликогена в печени, а также преодолению инсулинорезистентности. Участвует в регулировании липидного и углеводного обмена, стимулирует обмен холестерина, улучшает функцию печени, оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, гипогликемическое действие. Показания. Диабетическая полиневропатия, алкогольная полиневропатия. Способ применения и дозы. Актолипен следует вводить внутривенно, капельно, по 300-600 мг, один раз в сутки, в течение 2-4 недель. В дальнейшем переходят на пероральную терапию. Противопоказания. Беременность, период грудного вскармливания, детский подростковый возраст до 18 лет. Эффективность и безопасность применения не установлены. Повышенная чувствительность к компонентам актолипена. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение препарата во время беременности противопоказано в связи с отсутствием достаточного клинического опыта применения тиоктовой кислоты при беременности. Исследования репродуктивной токсичности не выявили риски в отношении фертильности, влияние на развитие плода и какие-либо эмбриотоксические свойства препарата. Применение препарата актолипен в период лактации противопоказано ввиду отсутствия данных о проникновении тиоктовой кислоты в грудное молоко. Особые указания. У пациентов с сахарным диабетом, особенно в начале лечения актолипеном, необходим частый контроль концентрации глюкозы в крови. В отдельных случаях требуется снижение дозы гипогликемических средств. Во время лечения необходимо строго воздержаться от употребления алкоголя, так как этанол снижает терапевтическую эффективность тиоктовой кислоты. Побочные действия со стороны пищеварительной системы. Симптомы диспепсии, в том числе тошнота, рвота, изжога. Со стороны обмена веществ. Симптомы гипогликемии в связи с улучшением усвоения глюкозы. Аллергические реакции. Крапивница. Системные аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Лекарственное взаимодействие. При одновременном применении с инсулином и пероральными гипогликемическими средствами наблюдается усиление гипогликемического эффекта. После утреннего приема тиоктовой кислоты препараты железа, магния, а также молочные продукты из-за содержащегося в них кальция рекомендуется принимать после обеда или вечером. Этанол уменьшает терапевтическую эффективность тиоктовой кислоты. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 20 градусов. Срок годности 2 года.